У нас есть пациентка Светлана, да? В декабре прошлого года, 18 декабря, была травма. Она потеряла сознание, очнулась и перелом. Перелом костей левой голени. Ну, пусть так будет для вас, это там спиральный перелом, там в нескольких местах. В течение месяца, да, у нас была на скелетном натяжении, потом была иммобилизация. С 18 апреля пошла нагрузка, да? 28 апреля. То есть практически 2 месяца она нагружает, прихрамывает, ходит, боли значительно меньше. Тогда вопрос, мы в любом случае тех пациентов, которые у вас наблюдаются, вы их смотрите в текущем режиме хотя бы раз в полгода. Некоторых вы можете смотреть раз в год. Все зависит от функционального состояния. Поскольку здесь была травма, я ее ни разу не смотрел. Мы смотрели вашего ребенка, да? Во-первых, мы не знаем, что было до травмы. Раз. Это не тот пациент, который у вас повторно наблюдается. Те пациенты, которые наблюдаются повторно, у них функционал хороший. То есть, возможно, здесь мы будем сейчас лечить саму травму, которая была, либо то состояние, в котором находилось тело до травмы. Давайте. Какие сейчас жалобы есть? Нога не беспокоит, да? Болит колено и сустав. Угу. Хорошо, пока мы тестируем, используем метатический рефлекс. Давите. Здесь не работает. Здесь не работает. Согласны? Я тестирую отводящую группу, не работает. И здесь не работает. Давайте посмотрим. Ложитесь лежа. Я тестирую правую ногу. Давите. Она не работает. Я левую ногу аккуратненько тестирую. Не больно, да? Она тоже не работает. Поскольку свежая травма, мы смотрим, связан ли этот перелом вот с тем хаосом, который создает нервная система. То есть нервная система выключила ее тело, потому что она нагружена чем-то. И, скорее всего, это не растянутая связка, это какой-то датчик болевой, который в свое время среагировал. Я беру, давите, тестирую любую гипотоничную мышцу и придавливаю то, что, собственно, пациенты делают и вообще люди делают, когда травмировались, да? Травму мы там придавили. Для чего? Потому что боль уменьшается. Я придавливаю всю голень. У нее перелом здесь, и ничего не происходит. Я вот так погладил, может быть, это сработает. Тоже не помогает. Тогда, возможно, ее текущее состояние не обусловлено этой свежей травмой. Было несколько операций на животе, да? Пошли на живот. Я придавливаю, давите, места операций, и тоже нет результата. Уходим. Было несколько воздействий на зубочелюстной системе. Мы придавливаем здесь, с этой стороны. Не помогает. Придавливаем с этой стороны. Давите. Раз. Не убираем ручку. Согните, согните, согните ножку. Давите. Видно? Опускайте. Давите. Поэтому давите, давите. Поэтому высока вероятность, что мы на этом приеме не будем лечить рубцы, не будем лечить травму, а будем лечить, здесь было несколько экстракций зубов и стоят импланты с этой стороны. И мы будем лечить воздействие либо стоматологическое, либо просто ноцицепсу, связанную с тем, что просто зуб когда-то болел. И это не говорит о том, что неправильно ее полечили. Это говорит о том, что эта нервная система просто ее так среагировала. Тогда вывод. Смотрите, поскольку это воздействие было до травмы, вас не смущает, что она ночью потеряла сознание? Вот. То есть здесь не было такое, что там, не дай бог, какой-то прямой механизм травмы, да? Здесь нервная система находится в жутком истощении и на протяжении, возможно, многих лет. И в один из подъемов ночью, возможно, она до этого была чем-то нагружена, она просто теряет сознание и получает травму. Закономерно, если она сейчас реабилитирует, этот перелом, и мы, например, она не попала к нам на прием и осталась в тотальной гипотонии, высокая вероятность повтора
только с другими текущими, это, в любом виде. Согласны? А если это водитель за рулем? Какая может быть ситуация? То есть, и поскольку у нас, собственно, разбор перелом, ну вот попался такой пациент, и лечим его, соответственно, так. Тогда я, лежите, точно определяю зону, давите, которая ей помогает. Раз. По нашим правилам с вами, это у нас идет семинар, и, кстати, у нас в аудитории все специалисты уже крутые, вы на сайте PDTR Global.ru можете каждого из них найти, да? А пациентка у нас отзыв напишет еще в Instagram. Расслабьте. Если, конечно, мы поможем. Тогда я беру просто перевод в базу, да? Базовое состояние. Я стимулирую рецептор острой боли и делаю, давите, и происходит вот это. Согласны? Согните ножку, давите, давите. Теперь я знаю, какой вид рецептора там нарушен. Далее мне нужно найти, какой тип рецептора ее компенсирует. Я снова возвращаю все. Давите. Мы получаем гипотонию. Я делаю вот так. Давите. И получаю усиление. Давите. Я знаю, какой тип рецептора сработал, когда она получила вот это травматическое воздействие для ее нервной системы. И моя задача воспроизвести абсолютно аналогично вот этот файл в кавычках и заменить его нормальным условным рефлексом. Потому что в ее случае сформировался патологический условный рефлекс от одномоментного воздействия, и он завис. Все. И нервная система ничего с этим не может сделать. Я сделаю определенную провокацию, найду место компенсации, давите. И, как правило, это место будет как проявляться, ребята? Головными болями, как вариант. Может быть такое. Лечим? Готовы? Как мне повезло. Ну, ага. Расслабьте. Светлана следит за деятельностью специалиста PDTR, она практически, давите, в 3 курсе. года. Да, давите, пожалуйста. Все включилось, давите. Теперь, если я снова буду стимулировать эту зону, уже ничего не должно вернуться. Согласны? Давите. Давите. Если вы бы перевели ее в базовое состояние или бы не воспроизвели тот файл, сейчас бы дисфункция вернулась. Давите. Держите. Давите. Туда ножкой. Угу. Давите. Все работает. Как можно определить, есть ли дисфункция после перелома, ребята? Самый простой вариант. Предположим, это уже ваш повторный пациент, который вам когда-то был на приеме. Не знаю, когда, но уже был, да? Да. Ну вот он пришел, свежая травма. Что вы сделаете? Можно, да, но это может не сработать. Я бы взял, в принципе, ассоциированные мышцы. Помните, 4 группы: флексоры, экстензоры, мышцы отводящие и приводящие. Если сейчас есть какая-то дисфункция, только в гипердисфункции, я найду слабость. А вот если я найду силу, я после этого подвигаю ногой и снова перетестирую эти мышцы. Да, мы можем болевой рецептор так не поймать. Держите, пожалуйста, давите вниз. Угу. Давите вниз пяточкой. Вот здесь не работает, давите. Не больно вам, да? То есть идет какое-то отдергивание по задней поверхности. Согласны? Теперь опускайте ножку, давите наружу. Здесь тоже не работает. И давите внутрь. Внутрь давите. Еще раз давите. Смотрите перед собой. Давите. Не работают аддукторы. Давите наружу. Давите. Нет. Вот ножку вот так. Давите. В сторону. Нет, вы крутите, а просто нужно отводить. Все. Давите. Не работает. Теперь, связано это с этим переломом или нет? Сейчас проверим. Откуда ты знал? Я придавливаю здесь. Давите пяточкой вниз. Давите. Не помогает. Я придавливаю здесь.
давите и помогает. Соответственно, если я придавил первичную зону, тогда будет усиление всех групп мышц. Я придавлю здесь, давите вовнутрь, вовнутрь давите, давите. Не, отвлекайтесь, вы давите сюда. Сейчас. Давите. Не, вы отвлеклись? Давлю вовнутрь. Вот сюда. Да. Угу. Сейчас. Давите. Вот, идет усиление. И в сторону, наружу. С этой зоны усиливаются все мышцы. Смотрите, иногда пациент может отвлекаться. Если вы убрали сейчас какую-то большую дисфункцию, у нее идет перестройка. Не всегда вы смотрите по возможностям пациента, насколько физически вы можете убрать много дисфункций. С этим спокойно можно жить. Уже стало лучше. Это может убрать и через неделю. Если вы видите, есть сомнения, не стоит сразу убирать много. Если у пациента было много воздействия и зубочелюстная система, несколько операций, перелом явный, может быть еще были переломы, конечно, здесь потребуется, может быть, 2-3 приема, иногда 4, это редко. И потом раз в полгода вы будете наблюдать. Организм будет в другом состоянии работать. Как определить? Здесь уже проще. Придавите язычку. Вот здесь. Ручкой придавите. Давите. Смотрите. Я постучал вот так. Давите. Давите. Сила. Давите. Сила. Вот так давите. Постучал вот так. Слабость. Видно? Два участка в мозг должны давать абсолютно одинаковый сигнал. Только этот дает, давите, норму, а этот дает не норму. Я делаю вот так, давите. Я делаю вот так. Давите. Давите, давите, еще раз давите. Вот место компенсации. Я потом скажу, почему я использовал этот инструмент. Давите, это тема нашего занятия. Придавите сухожилия. И еще зона компенсации. Если я поколол по наружной поверхности правого голеностопного сустава, давите, нервную систему это никак не волнует. Если я поколол здесь, нервная система делает вот так. Видно, что по-разному идет сигнал. И нервная система по-разному реагирует. Лечение такое же. Мы воспроизводим тот файл, который сработал. Возможно, он сработал тогда, когда пациентка пришла в себя и встала на ногу. Почувствовала боль или спустя какое-то время. Возможно, это момент каких-то манипуляций уже, когда что-то ей пытались сделать. Здесь будет хорошо. Давите. Раз. Видно? Придавите. Теперь, если мы все правильно сделали, я покалываю по наружной поверхности голеностопа. Все, давите. Сила. Я постукиваю здесь. Давите. Давите. Давите, давите. Сигнал абсолютно идет одинаковый, что справа и слева. И критерий правильности нашей работы идет включение мышц. Вы согласитесь, что процесс реабилитации будет идти лучше, если все группы мышц правильно работают. Да. Давите в сторону. Давите. Раз. Давите вовнутрь. Давите, давите. И давите вниз. Давите. Конечно, здесь стоит проверять и связки, и категории таза. Все это мы делаем. Ну, вот так вот. А здесь итог. Поскольку тело работало в режиме тотальной гипотонии и было нагружена. Здесь пациентка постоянно, скорее всего, уставала. Здесь высока вероятность присоединения различного вида заболеваний, аллергии, воспаления. Здесь постоянно могла быть усталость на фоне неправильно работающего зоны здесь. На фоне этого происходит падение травма, которую мы лечим. И после перелома, на фоне того, что здесь идет хорошая реабилитация, она уже спокойно начинает на ногу наступать, прихрамывая, все равно остаются участки, которые в свое время после травмы среагировали и продолжают неправильно работать. И это может приводить
к неравномерному износу и суставов, и раннему появлению артроза. Вот так. Встаньте, походите. Ну, можно вправо, влево, аккуратненько. Я просто 3 года назад у вас была с сыном. Но Ага. для меня по сегодняшний день вообще. Да, спасибо. С сыном он ходил у меня вот так, ну, знаете, ножки как и обратно шли, он шел ровно. Мгм. Поэтому все ваши действия для меня уже ровно. Поэтому, когда пациенты спрашивают, вот есть пациенты, которым, в принципе, вы все меньше хромать, Да, вы сами замечаете? да, я чувствую, мне даже, ну, вот у меня Ага. сустав вот здесь не болит. То есть, если мы сейчас стало лучше, да? Да, мне То есть, если мы сейчас пациентке скажем, брось палочку, она нам скажет, что я пришла без палочки. Ну, как бы, все равно брось. Да. Да. Лучше? да. Да. И есть действительно пациенты, которые у вас в свое время были, и вы вот где-то помогли, им, в принципе, все равно, им не нужно объяснять, на основании каких нейрофизиологических принципов работает эта методика. В принципе, не надо объяснять. Есть результат, эффект, да, эффективность, вот так. Всем хорошего дня. Все